В небольшой деревне у самого края леса жил 8-летний мальчик по имени Артём. Однажды после обеда он отправился с отцом за грибами и, заметив красивую белку, незаметно свернул с тропы. Мальчик побежал между деревьями, уверенный, что легко найдет дорогу обратно, однако через несколько минут вокруг остались только одинаковые сосны и густой кустарник. Артём начал звать отца, но лес отвечал ему лишь шелестом ветвей и далеким стуком дятла. Когда отец обнаружил пропажу, солнце уже клонилось к горизонту. Он немедленно вернулся в деревню и поднял тревогу. Родители, соседи и местный лесник разделились на группы, взяли фонари и отправились прочесывать ближайшие участки. Люди звали мальчика, осматривали овраги и старые просеки, однако быстро темнело, а холодный туман делал поиски все сложнее. Тем временем Артём долго шел наугад, пока не выбился из сил. Он нашел место под большой елью, сел на сухую землю и заплакал. Мальчик слышал, как в глубине леса потрескивают ветки, и боялся даже пошевелиться. Вскоре между деревьями показались 3 серых волка. Артём замер, прижав колени к груди, потому что не сомневался. Звери заметили его и сейчас приблизятся. Самый крупный волк остановился в нескольких шагах и внимательно посмотрел на ребенка. Он не рычал и не показывал зубы, а лишь принюхивался, словно пытался понять, почему человек оказался один посреди ночного леса. 2 других зверя обошли мальчика, после чего один из них направился к старой тропе и несколько раз оглянулся. Артём не сразу понял, чего они хотят, но когда волк снова остановился и посмотрел на него, мальчик решился подняться. Стая медленно двигалась впереди, не позволяя ребенку отстать. Если Артём останавливался, звери тоже замирали и ждали. Иногда волки исчезали за деревьями, но через несколько секунд возвращались, словно проверяя, идет ли он следом. Спустя почти час мальчик заметил слабый свет между стволами, а затем услышал далекие голоса людей. В это время одна из поисковых групп возвращалась к деревне по лесной дороге. Соседи увидели на краю просеки несколько волков и приготовились прогнать их, но неожиданно из темноты за зверями вышел Артём. Его мать бросилась к сыну, прижала его к себе и заплакала от облегчения. Волки некоторое время стояли у деревьев, спокойно наблюдая за людьми, а затем бесшумно развернулись и исчезли в лесу. Позже лесник осмотрел следы и подтвердил, что стая действительно сопровождала мальчика несколько километров до дороги, ведущей к деревне. Почему волки не причинили ему вреда и решили вывести к людям, никто объяснить не смог. Артём запомнил эту ночь на всю жизнь и больше никогда не уходил в лес без взрослых. Эта история учит нас не недооценивать природу и всегда соблюдать осторожность в незнакомых местах. Даже один необдуманный шаг может привести к серьезной опасности. Животные порой проявляют удивительное сострадание там, где человек ожидает лишь угрозу. Добро и помощь могут прийти совершенно неожиданно, поэтому важно сохранять надежду даже в самые страшные минуты. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и напишите в комментариях, верите ли вы, что волки действительно могли спасти заблудившегося ребенка. Делитесь этой историей с друзьями и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые удивительные рассказы о людях и животных.